того, что мы не такие, как все. Вы пытаетесь опять же лить воду на мельницу западных ребят. Ни за что, да. Нас ненавидят просто. Это все капитализм, это все корпорации. Хотят разорвать Россию на куски. Закончилась вот такой трагедией между Россией и Украиной. Сильных никто не любит. У нас же нет сейчас голубизны на виду у всех. Как вы думаете, почему весь мир ополчился против России? А сильных никто не любит. Только поэтому? А больше не знаю, но только зависть. Это я так понимаю. Только я. Ну, только зависть. Ой, извините, я тороплюсь. Почему ополчились? Ну, наверное, мне нравится то, что мы делаем. А вы как? Поддерживаете, что мы делаем или нет? Еще как поддерживаю. Целиком и полностью. Ну, он не ополчился, он давным-давно ополчился. К сожалению, такой настрой на Западе, он последние 30 лет возобладал над здравым смыслом, к сожалению, поэтому... А как вы думаете, чем все закончилось то, чем оно закончилось. Упорство западных наших партнеров, друзей. Закончилось вот такой трагедией между Россией и Украиной, к сожалению. Ну, что-нибудь в России, наверное, надо поправить. Потом у стран надо спросить, чего они ополчились. Не бывает же, что просто так? Да, конечно. А получится ли у россиян поправить что-то в России? У самих. Самотеком только. Ну, не знаю, потому что мы большая страна. Все нам завидуют. Не могут же все страны вот просто так и из ничего? Ну да, вообще-то. Но я об этом не думала даже. Почему все страны ополчились против России? А это всегда так было. Мы живем правильно, а они неправильно. У нас же нет сейчас этой самой, грубо сказать, голубизны на виду у всех, это как у них. Мы вообще уже с ума посходили там. Мужчины в женской одежде, это так не должно быть, я считаю. Вы думаете, только из-за этого? Я считаю, в основном пошло оттуда все это. Ну и важная такая причина, я считаю, это у нас есть ресурсы, а у них нету. Им завидно, они пытаются у нас их отобрать, но не получится. Почему все страны ополчились против России? Ну, по справедливости, я думаю, так. Каждый считает, выбирает, что справедливо. Одни считают так, другие так. Считают, что так справедливо. А вы считаете, где справедливость? Не то, чтобы боюсь, или что сказать, двоякое такое отношение. Не могу сказать точно. Просто затрудняюсь. Ну, в связи с той ситуацией, которая сейчас происходит, я думаю, что из-за этого все так. Как вы думаете, заслуженно, оправдано? На мой взгляд, нет. Почему? Ну, так как это все, то, что делается, оно же для блага нашего народа и вообще нашей страны. Это все не просто так же происходит. Но я придерживаюсь именно такого мнения. Ну, вы же сами знаете, почему. Потому что хотят разорвать Россию на куски и сделать колониальной страной. Это же все понятно. Я не в курсе. Я политикой не увлекаюсь. Я живу в свое удовольствие. Как вы думаете, почему все страны мира ополчились против России? Не знаю, можно ли такое говорить, но по команде Америки. Вот и все. Это все капитализм, это все корпорации. Как вы думаете, зачем это нужно? Как я думаю, зачем это нужно? Это, наверное, в первую очередь это угнетение страны, потому что она сильная, наша страна. Угнетение ее сил, ее амбиций. Ну, наверное, это ключевое. Но это неправда. Далеко не все страны. Есть список недружественных стран, которые мы определили законом, но там живет максимум четверть населения. Нас поддерживает Китай, нас поддерживают азиатские страны. Так что... Цивилизованный мир, европейский, западный мир вот нас не поддерживает. Как думаете, почему? Но вообще постановка вопроса, что этот мир цивилизованный, а другой не цивилизованный, это точка зрения людей западных. В этом мире несколько крупных цивилизаций, и каждая цивилизованная по-своему. Ввели против России санкции всевозможные. Потому что
цивилизации имеют разные интересы. Западная цивилизация, она хочет вытягивать из нас ресурсы и платить за это резаной бумагой. Мы с этим не согласны, поэтому вот этот конфликт приводит к тому, что они вводят против нас санкции, потом мы отвечаем. И вот так живем. Понятно почему. Почему? Вам непонятно? Нам понятно. Ну так что вы А спрашиваете? что делать россиянам? Вешаться? Нет никакого выхода. Вот Есть. если не уезжать, вот что делать? Жить дальше. Молча. Ну зачем молчать-то? Ну а как, если за все статья? Послушайте, ребята, для вашего там телеграм-канала или для чего-то вы пытаетесь опять же лить воду на мельницу западных ребят. Вы знаете, нет, я хочу сказать, это точка зрения моя личная. Вот, я хочу сказать другое. Нас стравливают, понимаете? Потому что славяне, вот люди России, никогда не воевали ни с украинцами, ни с белорусами. То есть мы мирные люди, славяне, мы добродушные, мы никогда не воевали ни с кем, а нас стараются столкнуть. Вот. Но сталкивают это те, кому это выгодно. И ковид это тоже тем, кому это выгодно. Просто идет зачистка населения, идет геноцид в полном смысле слова. Вот. Но я хочу сказать, все равно русский человек сильный, у него и дух, и все, что нам дали с рождения, вот, мы все равно победим, и победа будет наша. Тема неинтересная, спасибо. Как вы думаете, почему весь мир ополчился против России? Вот этого я не пойму. Да, это плохо очень. Ну, как вы думаете, не просто так, это вот так, ни за что? Есть, наверное, за что, может быть. Но ни за что, да. Нас ненавидят просто. И что делать россиянам? Не знаю, ничего не могу сказать. Понятия не имею. Наверное, наступили им на мозоль, На какую? на больную. А в чем она заключается? А вы Мой откуда? YouTube-канал «Что делать?». Жить надо, что делать? А вы Пушкина читали? Это еще 100 лет назад он все проговорил про этот западный мир. И как будто это было сказано вчера. И все. Что делать россиянам? Жить, продолжать. И никого не бояться. И, значит, это самое, я считаю, что мы должны отстаивать свое мнение и свою страну. Хороший вопрос, тут не подскажу. Я бы хотел задвинуть про то, что типа из-за того, что мы не такие, как все, там все педали, все дела, но я не подскажу, к сожалению, не интересуюсь вообще этой темой.